Солнце Калахари нещадно палило над равниной, заливая выжженную саванну потоками ослепительного солнца. Воздух колыхался над землей, будто сама пустыня тяжело дышала от жары. Вдали виднелся горизонт, и идущие по равнине силуэты антилоп казались призрачными. Среди них, под защитой стада, шел молодой детеныш антилопы по имени Зора. Она только недавно научилась уверенно стоять на ногах и теперь с неподдельным интересом исследовала окружающий мир. Стадо двигалось неспешно, следуя знакомому пути, от одного пересохшего ручья к другому. Они были осторожны, чутко прислушивались к каждому звуку, улавливая малейшие колебания воздуха. Главой группы была старая и опытная самка по имени Саба. Ее плавные движения и зоркий взгляд вселяли спокойствие. Мать Зоры, зрелая и заботливая антилопа по имени Кула, шла рядом с дочерью, изредка дотрагиваясь до ее морды, направляя и успокаивая. Но любопытство Зоры оказалось сильнее материнской заботы. Пока взрослые паслись у зарослей сухого кустарника, она заметила яркую птицу лилового турако, порхающего среди колючих ветвей, и, не удержавшись, побежала за ним. Сначала она просто чуть отошла, потом увлеклась и незаметно оказалась все дальше от стада. Ей все вокруг казалось невероятно интересным: стрекот кузнечиков, жужжание жуков, щебет качков. Зора подпрыгивала, выбивала копытцами песок, пугала мелких ящериц и радовалась жизни так, как может радоваться только дитя, не ведающее опасности. Тем временем в стаде возникло беспокойство. Кула подняла голову, насторожилась, громко крикнула, призывая дочь. Ответа не последовало. Она издала еще один крик, теперь громче и тревожнее. Остальные антилопы подняли головы, прислушались. Саба двинулась ближе, втянула воздух, улавливая запахи. В воздухе витала тревога. Тем временем Зора оказалась в незнакомом месте, трава вокруг стала гуще, а тени реже. Даже ветер стих. Она остановилась, подняла голову, прислушалась. Ее слабые, но настоящие инстинкты подсказывали, нужно быть настороже. И тогда она заметила движение, из травы, будто живые тени, начали выходить гепарды. Их было не меньше 4, стройные, гибкие, с искрящейся шерстью, усыпанные черными пятнами. Они двигались бесшумно, неспешно, как единое целое. Их глаза сверкали янтарным блеском, в них светился голод. Зора застыла. Ее сердце забилось чаще, дыхание стало прерывистым. Она не знала, что делать, но внутри проснулся инстинкт бегства. Один из гепардов поднял голову, крупный самец, и, не отводя взгляда, сделал шаг вперед. Остальные обошли с флангов, рассыпаясь полукругом. Зора рванулась. Песок взметнулся клубами, земля дрожала под легкими копытцами. Она бежала, как могла, петляя между редкими кустами, но гепарды были созданы для скорости. Один из них метнулся, почти касаясь ее тени, и промахнулся. Второй сделал рывок, и воздух свистнул рядом с ее боком. Она бежала, пока хватало сил, пока не почувствовала, как сердце колотится в груди, как будто готово выскочить. И вдруг что-то полоснуло по боку, когти. Зора вскрикнула, пронзительно, отчаянно, но не упала. Она сделала еще несколько прыжков и замерла, обессиленная, едва стоя на ногах. В это время Кула уже мчалась сквозь саванну. Ее зов перекрывал ветер. Она чувствовала, где находится дочь, словно невидимая нить связывала их. Каждое ее касание земли было, как удар барабана. Стадо осталось позади, но Саба направила 2 самцов следом, она знала, что в этих краях охотятся гепарды. Кула неслась, почти не разбирая пути, и ее дыхание сливалось с ритмом земли. Зора стояла, дрожа, не в силах бежать дальше. Гепарды начали сближаться, сжимая кольцо. Один из них, молодая самка,
обошла сзади и уже приготовилась к прыжку. Но в этот момент из-за холма, словно сама буря, появилась Кула. Она бросилась вперед, низко опустив голову, и ударила ближайшего гепарда грудью. Тот отлетел в сторону, издав рык. Остальные разом обернулись. Кула встала между Зорой и хищниками, дрожа всем телом, но не двигаясь. Ее глаза сверкали, уши были прижаты, мышцы напряжены. Она топнула копытом, взбивая пыль, и громко фыркнула. Гепарды зарычали. Они делали короткие выпады, но каждый раз Кула резко отбивалась, заставляя их отступить. Ее крик эхом прокатился по равнине, зов, полный ярости и страха. Его услышала Саба. Она повела остальных, и через несколько минут над саванной пронеслось гулкое топотание. Из-за пригорка показались остальные антилопы, взрослые самцы, молодые самки, подростки. Они двигались быстро, слаженно. Земля дрожала под их ногами. Гепарды замерли, оценивая обстановку. Стая антилоп выстроилась полукругом, закрывая Калу и Зору. Самцы топали копытами, швыряя песок, Саба вышла вперед, наклонила голову, готовая к удару. Гепарды начали отступать. Их глаза метались, хвосты подрагивали, но решимости больше не было. Голод боролся с инстинктом самосохранения. Они сделали еще пару ложных движений, а затем растворились в высокой траве. Тишина вернулась, нарушаемая только дыханием уставших антилоп. Кула подошла к дочери, коснулась ее мордой, мягко облизала рану. Зора дрожала, но уже стояла увереннее. В этот момент вдалеке раздался гул мотора. Из-за зарослей акации выехали машины службы заповедника. Люди действовали спокойно, заглушили двигатели, чтобы не тревожить животных. Один из сотрудников, ветеринар по имени Дэвид, уже не раз бывал в этих местах. Он осторожно вышел из машины, держа аптечку. Саба, заметив людей, не проявила враждебности. Она знала их запах. Кула позволила Дэвиду подойти ближе. Он быстро обработал рану Зоры, наложил повязку и сделал укол. Все это время мать стояла рядом, касаясь дочери мордой, будто говоря: «Все хорошо, ты в безопасности». Когда люди удалились, солнце уже клонилось к закату. Небо окрасилось в медно-красные тона, воздух стал свежее. Стадо еще долго стояло на месте, вслушиваясь в отдаленные голоса саванны. Лишь когда тени стали длиннее, они неторопливо двинулись дальше, к редкому водоему, где еще сохранялась влага. Зора шла рядом с матерью, прихрамывая, но с поднятой головой. В тот вечер Калахари увидела, когда же самое юное создание способно проявить отвагу и силу духа. В ней пробудился древний инстинкт выживания, унаследованный от предков, стремительных, стойких и гордых. А рядом всегда была семья, надежная, сплоченная и готовая защищать друг друга до конца. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!